Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал, оставите комментарии с отзывом о видео и самой модели сумки и ставьте лайки, если это видео вам понравится. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала вот такую маленькую шестиугольную сумочку из рафии. Я покажу, как вязала шестиугольник, как вязала боковину, как присоединить боковину к шестиугольнику и собрать сумку, как связать вот такой ремешок и прикрепить его к сумке. Опираясь на информацию, которую я дам в этом видео, вы сможете расширить шестиугольник до желаемого размера и пропорционально увеличив боковину по такому принципу, о котором я расскажу. Также это такая базовая конструкция сумки. Вы можете стенки оформлять в разных формах. Может быть круг или треугольник. Ссылку на мастер-класс по треугольной сумке я оставлю. Квадрат, либо же какая-то другая интересная форма. Просто вывязываем стенки, вяжем боковину и собираем сумку полностью. В сложенном виде 18,5 на 17. Для создания сумки я использую рафию от Испи, уходит чуть меньше моточка, крючок номер 3 и ножницы. Начинаем шестиугольник с кольца амигуруми. И здесь делаем 3 воздушные петли. Это имитация столбика с накидом. И весь наш шестиугольник будет состоять из столбиков с накидом и воздушных петель. Далее делаем 2 воздушные петли еще. Это основание для угла. Да, из 2 воздушных петель у нас будет образовываться угол. И далее в кольцо провязываем 2 столбика с накидом. Далее снова 2 воздушные петли, угол. И снова 2 столбика с накидом. И вот таких комбинаций, 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли, у нас должно получиться всего 6 штучек, да? Так как 6 углов у шестиугольника. 2 воздушные, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4, 5 полноценных пар столбиков. И смотрите, вот мы вначале делали 3 воздушные, это была имитация столбика. Соответственно, нам сейчас нужно сделать 2 воздушные, да, угол, и провязать 1 столбик, потому что один мы уже провязали в начале, и сейчас мы соединим, и они будут рядышком, да, будет между углами 2 столбика. Закончили вязание, проверили, чтобы у вас было 5 полноценных пар столбиков. И здесь 1 столбик в конце, да, и здесь 1 в начале сымитированный. Всего 6 пар столбиков. Затягиваем кольцо максимально плотно, как это получается. Даже если здесь будет дырочка в центре, ничего страшного, потому что у нас на углах всегда здесь вот будут дырочки, это будет гармонично смотреться. И далее закрываем ряд любым привычным для вас способом. Я закрываю таким, как и во всех своих видео. Более подробно вы можете посмотреть в видео про круг или про салфетку. Оставлю вам подсказку на видео с салфеткой. Там также я вяжу полустолбиками с накидом.
Провязали первый ряд, по кругу получили всего 12 столбиков с накидом. Приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду у нас на каждой стороне между воздушными петлями будет прибавляться по 2 столбика. Соответственно, на каждой стороне, да, вот сейчас у нас между углами 2 столбика, в этом ряду уже будет 4. И вот это прибавление будет расширять наш шестиугольник, образовывая углы дополнительно, да. И мы будем провязывать следующим образом. В арку из воздушных петель предыдущего ряда мы всегда будем провязывать столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Далее в верхние горизонтальные предыдущих столбиков по столбику. Далее снова угол образуем, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. И по одному столбику в вершинке предыдущих столбиков. И таким образом по кругу мы получим 24 столбика. То есть увеличиваем количество столбиков на 12. Да, с каждым рядом это увеличение будет. И начинаю ряд таким образом, делаю накид на крючок и прохожу под арку. Сразу буду формировать здесь угол. Провязываю столбик с накидом. 2 воздушные, накид и сюда же столбик с накидом. Сформировали угол. Далее переходим в основание столбиков. Под верхнюю горизонтальную каждого столбика провязываем по столбику. 1, 2. Дальше под арку снова формируем угол, столбик с накидом, 2 воздушные, угол и столбик с накидом. Далее снова по столбику в верхнюю горизонтальную предыдущих столбиков и угол. И так вяжем до конца ряда. Подошла к концу вязания второго ряда. Между углами, да, между вот этими 2 воздушными петлями у меня по 4 столбика везде. Обязательно проверьте, так же ли у вас перед тем, как закрывать. И закрываем ряд любым привычным для вас способом. Переходим к вязанию третьего ряда. После этого ряда уже продолжите вязать самостоятельно. Я думаю, что здесь уже будет понятен принцип расширения шестиугольника. Здесь мы делаем все точно так же. В вершинке предыдущего ряда столбиков мы провязываем по одному столбику, а под 2 воздушные петли формируем угол. Столбик, 2 воздушные и столбик. И таким образом у нас между воздушными петлями уже будет 6 столбиков, да, увеличивается на плюс 2 с каждой стороны. А по кругу на плюс 12 это 36 столбиков всего получим. И вот таким образом, как и в предыдущем ряду, и все последующие ряды я буду начинать вот так. Столбик, 2 воздушные и под арку сюда же столбик с накидом. Далее в вершинку каждого столбика по столбику. И под арку столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с накидом. Далее в вершинку каждого столбика по столбику. И так вяжем до конца ряда. Закрываем ряд. Обязательно перед соединением проверьте, чтобы между воздушными петлями у вас было по 6 столбиков. И продолжайте, пожалуйста, расширять по такому принципу шестиугольник до необходимого вам размера. И встречаемся в конце последнего ряда, когда вы уже получите желаемый размер шестиугольника. Покажу, как закроем деталь. У меня здесь всего 7 рядов, и по размеру выходит 17 на 16. Итак, я провязала 7 рядов. Провязав последний столбик, высвобождаю крючок из петли и обрезаю нить, оставляю ее подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли и делаю имитацию верхней горизонтальной. Так, вот мой столбик.
И далее идут 2 верхние горизонтальные, точнее 2 воздушные петли. И вот в самую первую я прохожу, я также делаю и при соединении ряда, завожу сюда крючок, нить вывожу назад. Далее прохожу вот эта верхняя горизонтальная, из которой выходит ниточка. Я прохожу еще дополнительно вот в эту перемычку, которая под верхней горизонтальной находится, и в саму верхнюю горизонтальную. Захватываю нить и вывожу на изнаночной стороне. Все подтягиваю, чтобы было ровно, и прячу между стенок столбиков на изнаночной стороне. И кончик от кольца амигуруми я также пропущу через столбики вверх и обрежу. И далее, для того, чтобы шестиугольник стал плоским, ровным, его необходимо прогладить. Я просто прохожусь утюгом с применением пара по всей поверхности с изнанки и с лицевой стороны. Вот так вот еще руками, пока деталь теплая, разравниваю в местах, где это необходимо. И встречаемся с вами на вязании боковины. И после того, как готовы обе стенки, мы приступаем к вывязыванию боковины. Боковина будет одна такая цельная полосочка, которая будет выступать и стенками, и донышком сумки. Будем вязать столбиками без накида, поворотными рядами. Количество воздушных петель в начале будет задавать ширину нашей боковины, а количество рядов будет четко равно количеству столбиков, да, точек для присоединения, которые мы сейчас с вами определим. По месту для боковины здесь на самом деле все очень просто. Вы можете определить боковину, да, чуть повыше, чтобы она начиналась, или чуть пониже. Я определила для себя это 6-й столбик, да, сверху. И далее считаем от отмеченного столбика, считаем, сколько у нас вот здесь столбиков. У меня это 9. 9 сразу умножаю на 2, потому что здесь у меня точно так же будет. 9 умножить на 2, 18. Далее прибавляем 4 пары воздушных петель. Это плюс 8, то есть 18 плюс 8. И далее количество столбиков в секторе умноженное на 3. У меня это 14, 14, 14. 14 на 3 получается 42. Итого в целом мне нужно связать 68 рядов. Для ширины боковины я набираю 6 воздушных петель. Делаю одну воздушную петлю для подъема. Далее во вторую петлю от крючка за вот эту перемычку дальнюю, да, опускаю звенья косички вниз. И за перемычку каждой петли провязываю по столбику без накида. Первый ряд вяжу. Далее, как обычно, я вот этот узелок от начала цепочки распускаю и поднимаю на верхние горизонтальные. Прохожу в последнюю верхнюю горизонтальную, в левую стенку последнего столбика, захватываю кончик и вывожу наверх. Возвращаю крючок в петлю, делаю одну воздушную петлю для подъема, так всегда буду делать в каждом ряду. Переворачиваю и во вторую петлю от крючка под обе дужки верхней горизонтальной вяжу второй ряд, столбики без накида, 6 столбиков. Все, и вот таким образом мы вяжем на высоту 68 рядов. Так, хвостик при необходимости можно подтянуть и обрезать. Все, провяжите, пожалуйста, самостоятельно 68 рядов. Я провязала 68 рядов по 6 столбиков в каждом ряду.
беру одну стеночку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот с 6 у меня начнется боковина, но я пройду в верхнюю горизонтальную 5 столбика, да, чуть заранее. Снизу у меня боковина, сверху стенка. И будем присоединять боковину соединительными столбиками. Я сначала накидываю петлю от боковины на крючок и выведу эту петлю через столбик заранее, да. И далее каждая верхняя горизонтальная относится к каждому ряду боковины. Да, вот первая, к первому ряду вторая, ко второму ряду третья, к третьему ряду и так далее. И здесь я буду проходить просто под крайние столбики каждого ряда. Сначала сверху вниз прохожу под верхнюю горизонтальную, затем вот так вот под крайний столбик. Захватываю рабочую нить и вытаскиваю, пропускаю сквозь петлю на крючке. Первое соединение, дальше второе, под крайний столбик третье, четвертое, так, вот подхожу, у меня последний столбик, дальше идут воздушные петли. И здесь я прохожу прям под обе дужки, да, чтобы снизу на крючке была вот эта перемычка, чтобы сильно не проваливалось соединение. И делаю раз, два. Все, и вот так вот присоединяйте, пожалуйста, до конца. Я провязываю последний столбик. И далее пройду соединительными столбиками по вот этому верхнему краю, проходя в каждую верхнюю горизонтальную. При этом в следующую я прохожу и дополнительно еще прохожу в верхнюю горизонтальную боковины. И далее просто в каждую петельку делаю соединительный столбик. Так край будет более завершенным и заодно укрепиться. И в конце я вот прохожусь вот сюда. И в конце, смотрите, вот здесь хочется еще сюда провязать, но уже провязывать не будем. Здесь сделаем имитацию вот этого соединительного столбика, этой петли. И также вот обрезаем нить, оставляю кончик подлиннее. Полностью высвобождаем ниточку из петли. И вот в это звено мы присоединим, сделаем имитацию. Проходим сверху вниз, подхватываем ниточку, выводим наверх. Далее с изнаночной стороны проходим в ту петлю, из которой она выходит. Вот сюда заходим с изнанки и выводим назад кончик. Все, и на изнаночной стороне прячем между столбиков. Итак, первую стеночку присоединили, и сейчас также присоединяем вторую. Здесь также мы рабочую нить выведем через, так, у меня начинается с 6-го столбика, и значит я захожу в 5-й, раз, два, три, четыре, 5, завожу в 5-й, и при этом еще цепляю дополнительно вот эту верхнюю горизонтальную крайнюю, да, на боковине. И вот через эти точки вывожу петлю. Так. Придерживая хвостик, начинаю присоединяться. Так, вот первая петля. И здесь вот изнаночная сторона столбиков. Раз. Два. Три.
Вот так вот немножечко присоединю и затем спрячу хвостик от рабочей нити. И вот таким образом присоедините, пожалуйста, самостоятельно до конца. И также сделайте обвязку верхнего края и в конце имитацию звена косички. Итак, у меня боковина присоединена. Все вот так вот аккуратно и красиво получилось. В рафе сумочка хорошо держит форму, даже если вы что-то туда положите, она слабо деформируется, достаточно такая прочная и устойчивая в форме. И вот здесь соединение еще можно отпарить для того, чтобы оно было еще аккуратнее. И далее приступаем к вывязыванию ручки. Вы можете присоединить уже готовую кожаную ручку. Здесь также можно сделать либо магнитную пришивную внутреннюю кнопку, либо есть такие детали кожаные с кнопкой пришить наружу, да, для того, чтобы сумочка закрывалась, либо же оставить так. Ручка у меня будет состоять из цепочки воздушных петель желаемой длины ручки. И далее я вернусь в начало цепочки соединительными столбиками. Я сейчас быстро на примере маленького отрезка покажу, как мы будем возвращаться. Там ничего сложного. Просто для того, чтобы укрепить и придать симметрию ручки. Вот мы, например, набрали необходимой желаемой длины. И далее вот во вторую петлю от крючка за дальнюю вот эту дужку, да, цепочку мы опускаем вниз. И вот за эти перемычки провязываем соединительные столбики, проходя в каждую перемычку. Да, вот такая ручка у нас получится. Все, провяжите, пожалуйста, самостоятельно необходимой длины. И также, пожалуйста, добавьте к цепочке воздушных петель желаемой длины еще примерно 15-20 сантиметров для того, чтобы с одного и со второго края сделать узелки для фиксации ремешка к боковине. Итак, ремешок я закончила, ниточку обрезала, и сейчас можно здесь еще дополнительно сделать узелок для того, чтобы зафиксировать край. И вот эти кончики увести между столбиков. И далее вставляем один кончик с одной стороны и один с другой. Я буду вставлять между, да, вот посерединке между столбиков второго ряда с одной стороны и со второй стороны. И здесь просто делаю узелок. И на этом сумочка готова. Еще раз повторюсь, здесь вы можете добавить либо магнитную кнопку внутрь, чтобы сумка закрывалась, либо верхнюю кнопочку. И еще можно оформить низ бахромой. Сейчас это тоже очень популярный такой декор. Да, пустить с одной и со второй стороны бахрому. Я надеюсь, что вам было интересно и понятно. Если это так, обязательно ставьте лайк и оставляйте комментарии под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!